Всем привет, друзья! Сегодня пеку мандариновый пирог. Этот пирог часто пеку в зимнее время, так как вкус мандаринов, на мой взгляд, более насыщенный. Я сегодня буду делать комбинацию свежих и консервированных долек. Пирог получается с насыщенным цитрусовым вкусом и ароматом. Этот пирог навевает непреодолимое желание просто съесть его за один присест. Такой он вкусный. Для пирога мне понадобится 4 яйца, 3 щепотки соли, 200 грамм сахара, яично-сахарную смесь нужно будет взбить в пышную массу до полного растворения кристаллов сахара. Добавляю цедру одного крупного лимона, – 200 миллилитров растительного масла, я использую подсолнечное без запаха. Взбивала где-то около 1 минуты. Теперь добавляю сюда 200 миллилитров сока консервированных мандаринов. Добавляю 35 грамм манки, 400 грамм муки, поверх муки высыпаю 24 грамма разрыхлителя. Пирог буду выпекать в прямоугольной форме, дно и бока застелила пекарской бумагой. Также можно использовать круглую форму диаметром 28 сантиметров. Пирог буду выпекать в заранее разогретой духовке на 170 градусов. Время выпечки засеку. Вот так можно немножко форму потрясти, чтобы пирог распределился равномерно. Пока печется пирог, очищу мандаринки. Так, я использую также консервированные мандарины. Чистый вес 175 грамм. У меня 2 баночки. Это получается 350 грамм в общей сложности консервированных. И вот таких 3 крупных мандарина. Пирог готов, я его выпекала ровно 40 минут. Теперь пирогу нужно будет дать хорошенько остыть. Посмотрите, как красиво подзолотились бока.
На остывший пирог установила раздвижную квадратную форму. Теперь укладываю поверх пирога мандарины. Я буду комбинировать, укладывать свежие, консервированные. Можно использовать только свежие мандаринки или просто консервированные. Но мне нравится, когда вот свежие и консервированные. Пирог буду заливать соусом на основе загустителя. По-немецки это называется Тортенгус. Мне понадобится 24 грамма. В каждом пакетике 12 грамм. Добавляю 4 столовые ложки сахара, 400 мл воды и 100 мл сока консервированных мандаринов. Наливаю сначала небольшое количество, все хорошенько перемешиваю. И вот содержимое сейчас ставлю на плиту, довожу до кипения. И вот теперь с помощью ложечки распределяю соус по всей поверхности пирога. Старайтесь, чтобы соус попал под дольки, чтобы они хорошенько приклеились. Теперь нужно будет дать верхнему слою хорошенько застыть. И потом я покажу вам, как пирог выглядит в разрезе. Вот так, друзья, ярко и красочно выглядит приготовленный пирог. Верхушка пирога отлично держит форму. Тесто пропеклось, мягкое, воздушное, пористое, сочное. Этот рецепт неоднократно проверенный. Следуйте строго по рецепту, пеките и наслаждайтесь вместе со мной этим незабываемым вкусом. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.